Чик-чик, привет! Это канал «Моди стиля» Гоша Карцева, а я кто? Правильно, Гоша Карцев. Мы слишком много внимания что-то уделяем доступным брендам, поэтому я решил сделать лакшери распаковку. А почему? А потому что могу себе позволить. Сегодня у нас будет просто невероятный люкс. Это, кстати, все куплено на Farfetch. Это распаковка с Farfetch, друзья, если вы не поняли. Итак, первое, что мне понадобится, это ножницы. Мои красивые, любимые, черные ножницы. Здравствуйте. Что-то на греческом написано. Самая моя любимая часть в распаковках с Farfetch — это вот этот вот момент. Хорошо. И еще мне нравится, что коробки можно использовать несколько раз. Reuse, reduce, recycle. Здравствуйте. Спасибо, пишут нам. Здесь у нас чеки. Друзья, вы видите? Вы это видите, во-первых, как красиво все запаковано, друзья. Элитка. Элитная распаковка специально для вас. Are you ready? Ничего в жизни мне так не приносит удовольствия, как эти прекрасные зеленые коробки. Я просто не могу. Значит, здесь у нас в комплекте есть что? Какая-то книжечка от Bottega. Здесь у нас есть кофры, которые такие вот, ну, короче, вы поняли. С днем рождения меня, с днем рождения, очередная уродливая обувь. Зеленые шнурки. А интересно, есть комплект? А вот это я, кстати, не очень люблю. Это, конечно, очень ASMR-ная штука, но нету черных шнурков. Значит, друзья, что мы имеем? Обувь на зиму от Bottega на резиновой, они, кстати, довольно легкие, на резиновой платформе. Это все резиновое. Здесь, прострочено все. Очень комфортная кожаная стелька, я чувствую внутри. А это такой, я не знаю, дутый какой-то материал. Самое главное, что я беспокоюсь, я надеюсь, что вот если сюда намочить, то не останется развода. Проверим? Что очень деликатная ткань. Да, развода не остается. У Рога есть такие же зеленые, но я у него посмотрел чуть на них и захотел такие же. Кстати, на Farfetch это выгоднее всего цены на эту обувь я нашел, поэтому я там ее заказал. Что мы знаем про Bottega? Сейчас ее управляет Дэниел Ли, поэтому он сделал, собственно, ее хайповой. Bottega удалила Инстаграм, что мне очень сильно нравится. Мне тоже хочется периодически Инстаграм удалить. И вот ведут сейчас какую-то такую отдельную социальную жизнь. У них есть свой журнал, который доступен на сайте. Ну и все, они ведут какой-то такой очень странный промоушен. Дэниел Ли родился в 86 году. Прекрасный год, я считаю. Учился в Сент-Мартинс College of Art and Design. Это один из самых известных колледжей. Оттуда вышел, если вы не знали, Джон Гальяно и Александр Маквин. Потом он стажировался в Маржеле и в Баленсиаге. Это, мне кажется, очень чувствуется. Поэтому, в принципе, многие ребята сочетают Bottega, Баленсу и Маржелу. В 2010 году он работал в Donna Karan в Нью-Йорке. И в 2012 он ушел из Donna Karan в Celine, работал в команде, стал дизайнером-директором линейки Ready to Wear, помогал Фиби Файла в разработке минимализма. И, собственно, в 2018 году компания Kering назначила креативным директором Bottega его. Прекрасный человек, вообще супер талантливый дизайнер. Мне кажется, для 35-летнего парня довольно круто занимать должность креативного директора. Это считается очень молодой креативный директор для таких крупных модных домов. Ну все, про него рассказали, про Bottega рассказали. Довольно невзрачная обувь, похожа, да, немножко из обуви для охотников или рыболовов, но чуть-чуть подороже будет. Большую или маленькую коробку? Маленькую. Следующая коробка приехала к нам из Италии. Что мы любим в Farfetch, это, конечно же, промокод. Дорогие друзья, у вас, кстати, есть промокод, как всегда, потому что вам выгодно и мне выгодно. Он в описании, пожалуйста, не забываем про него. Используем активно. Мой любимый момент. Не в ту сторону. Я вообще понятия не имею, что тут у нас. Сразу же документики тут на возврат. Друзья, я буду банальным, но сможете ли вы угадать, что здесь? Треуголка знаменитая. А там что? Опять Bottega. Это что такое? Это эти, иллюминаты. Здесь у нас очень, конечно, забавная история. Мне безумно нравятся украшения от Bottega. Они очень простые, и они не выглядят дорого, и их знают только знатоки. Поэтому мне нравится, что они довольно простые. Здесь книжечка опять у нас с чеком. Здесь у нас, значит, еще что-то. Какая-то книжечка очередная от Bottega. Здесь у нас что? Правильно, еще один треугольничек, потому что треугольничек много не бывает. А внутри треугольничка что? Правильно, треугольничек, только это не тот размер. Я думал, мы маленькие серьги купили, а это большие. Но они прикольные. У меня...
Я такой, конечно, шопоголик. Короче, у меня были такие серьги, только маленького размера, и я их потерял. Я думал, что я заказал такие же, только, точно такие же, потому что они очень классные, а по итогу они пришли большие. Но в целом они очень легкие, они сделаны из серебра. И, кстати, очень важный момент, что Farfetch — это единственная платформа международная, которая доставляет украшения из драгоценных металлов, камней, и вы можете заказать вообще ювелирку абсолютно спокойно, часы какие-то невероятные. Вот это вот из серебра. В остальных, к сожалению, вы это физически заказать не сможете. Блин, не знаю, надо в зеркало, конечно, посмотреть. Но вроде ничего. Для меня шопинг — это терапия. Сейчас осень, все такое серое, а вот вещи покупаешь, и как-то веселей сразу же становится. Хочется открыть что-то пакетное. Мне никогда не доставляли ничего в пакетах. Понятия не имею, что это такое. Prima Pagina. Короче, если вы не знаете, как работает Farfetch, они представляют бутики в абсолютно разных странах. И поэтому вы можете заказать все, что угодно в мире, реально, там есть. И иногда ты можешь смотреть, например, не только по брендам ассортимент, который там невероятен, но еще по ассортименту бутика непосредственно, потому что там есть даже целый раздел там посвященный. О май гад. Те, кто смотрели обзоры на неделе моды, прекрасно знают, что эту футболку я себе хотел. Ветмо, все говорят по-разному. Я говорю Ветимент. Просто меня часто спрашивают, зачем я это делал, просто по приколу. Ветмо основан был в 2014 году, не так давно, на самом деле, скоро уже 10 лет он будет. Для бренда это, на самом деле, очень мало. Двумя братьями, Демной и Гурамом Гвасали. В 2020 году Демна ушел из бренда, и сейчас Ветмо управляется непосредственно Гурамом. Что я вам могу сказать? Это футболка, которая не могла пройти меня стороной. Потому что здесь написано, что? Правильно, fashion is my что? Профессион, дорогие друзья. Здесь мне нравится, что всегда написана какая-то коллекция, прет-а-порте, коллекция прет-а-порте. Не написано. Вот здесь написано собака, Гвасалия. Но это не собака, какой-то другой значок. Короче, футболка как футболка. Мне интересно, как сделан принт. Я надеюсь, что он не выстирается. Но в целом у Баленса, например, это не выстирывается. Это мне кажется смешно. Это, может быть, выглядит очень дешево, но меня это веселит. Единственное, что сзади написано Ветимент Хот Кутюр огромными буквами. И вот я такое не очень люблю. Но кто меня сзади видит? Все, просто футболка и футболка. С чем ее носить? Мне нравится носить ее с рубашками какими-то или вот так вот. Что-то, чтобы под низ было. Поэтому таким образом осенью можно продлить жизнь вашим футболочкам. Футболки можно носить не только, так сказать, под низ, но и поверх. Такой вам советик, друзья, как вам? Понравился? На самом деле, мне все покупки, которые я заказал, потому что я шарю, да, они мне все были гораздо выгоднее, чем в остальных магазинах. Почему? Потому что не бойтесь пошлин. Если, смотрите, объясню еще раз, что такое... А что это такое? Что это такое? Если ваш заказ более 200 евро, то вы платите на сумму, которая выше этих 200, 15%. Все, это очень удобно, очень быстро, и не нужно этого бояться. Вы просто, если математику чуть-чуть начнете включать, то будете сами себе доказывать, что шопинг на онлайн, на Farfetch это очень хорошо. И, кстати, если вы боитесь пошлин, там, если что, слева в фильтрах есть такая опция «Локальные бренды». Если вы нажмете эту галочку, то вам будет показывать только то, на что не взимается пошлина, потому что они молодцы и начали локальные бутики все подключать. И там можно даже с питерского День ночи, по-моему, что-то заказать. Там сейчас появился 12 Stories, я увидел на Farfetch. То есть начали появляться российские бренды. Это довольно круто. Мне кажется, это супер успешно. Какой-то бутик. Это Браунс. Браунс есть в Италии. Мне казалось, что Браунс это только... Я думал, Браунс это американский магазин. Я первый раз получаю коробку, внутри которой вот такой прекрасный, кстати, очень удобный. Ой, ребят, это реально супер забавная упаковка. Я купил самые странные вещи в этом сезоне вообще. Я такие странные покупки давно не делал. Это Баленса. Баленса. Опять от Гвасали. Баленса сделала новые кроссовки на каблучке. Я очень боюсь их распаковывать, я их не видел живьем. Я смотрел несколько обзоров на них. Что мы имеем в коробке? В коробке у нас есть, конечно же, записка от Демны Гвасали. Шнурки. Вот эти, кстати, можно шнурки использовать в ботеге. Здесь мы имеем мешочек, чтобы кроссовки носить. Блин, я боюсь это распаковывать. Вы меня сейчас разнесете в комментариях. Это кроссовочки на каблучке. Видели такое?
Илон Маск. Они все как будто бы их уже носили 15 лет. Что мы имеем? Мы имеем какую-то новую конструкцию. Это как бы какие-то классические кроссовки для бега. Я думал, что это подпрыгивать можно на этом, поняли? А на самом деле это ничего, они практически не двигаются. То есть они вообще, кстати, не двигаются, по-моему. Но очень хочется в них походить. Я смотрел обзоры и говорят, что просто сложно привыкнуть и тяжело, например, спускаться по лестнице. Но это не точно. Они безумно дорогие, но они безумно забавные, как мне кажется. Но вот, согласитесь, странная обувь и уродливая. Слушай, а что они такие грязные, как будто кто-то носил? Вот я обожаю Balenciaga просто. Во-первых, давайте начнем с того, что бренду Balenciaga 102 года почти. Основан он был Кристобалем Balenciaga. Вот интересно, если это он увидит, он как к этому отнесется? На самом деле, у модного подкаста есть прикольный выпуск с Васильевым про Баленцу. Вот если вы хотите узнать историю этого модного дома, обязательно посмотрите. Ссылку я оставлю в описании. Ой, тут такие прикольные. Вот это на самом деле, вот эти петельки, они супер важны. Если вы не знаете, зачем они мне очень сильно помогают надевать без ложки обувь. В 2015 году пришел туда Демна. Он уже 6 лет, получается, там. Кроссовки называются Xpander. Они похожи на Trek и Tyrex, про которые вы все уже знаете. Пружинистая конструкция для легкоатлетов, которую используют на старте для забега. Знаете такую, когда, как зовут, Хусейн Болт? Хусейн Челайн. Хусейн Болт вот, стартует вот с такой штуки. Сжимается и подталкивается при каждом шаге. Но я посмотрел обзоры других американских блогеров, как будто я американский блогер, и на самом деле говорят, что они не сильно сжимают. Сейчас я попробую. Ну, слушайте, я вешу 500 килограмм, поэтому я думаю... нет, сжимается чуть-чуть. Это, кстати, очень хорошая тренировка для грудных мышц. Тут красным написано. Ну что, мой любимый момент, здесь стрелочка указана, друзья. Погнали. Что-то очень маленькое здесь, дорогие друзья. Что здесь написано? Farfetch Second Life. Да, кстати, на самом деле на Farfetch очень много... Есть такой раздел Pre-Owned, то есть вы можете найти какие-то архивные позиции, ну и Fashion Concierge вам их может достать. И вы можете увидеть, типа, винтаж прикольный. Я вообще понятия не имею, что это такое, у меня никаких идей. Я не знаю, что это. Мне нравится, что коробки начали упаковывать в отдельные пакеты. Это приятно, потому что мне всегда надо... Hi. Hi, hello, how are you? This is Givenchy. Givenchy у нас здесь есть, и у нас еще какая-то записка к Givenchy. Ого, какая красивая коробочка. Записка. Здесь у нас что-то на разных языках. Русского, как всегда, нету, потому что Givenchy считает, что русские не существуют. Красивая какая вот штучка здесь. Ой, коробочка очень красивая. Напоминает, правда, Bottega. Сделана в Италии, независимо от того, что вообще-то бренд французский. Hello. Hi. How are you? Красивая коробка, друзья. Тут внутри... Буква G на барабане. Я увидел, понял, что мне это нужно, потому что что? G значит Гоша. Не влезает. Это перстень. Короче, размер единственное, что, конечно, вот хотелось бы, чтобы на этом пальце носилось, но нету такого размера, не существует. Хотя можно было консьержа спросить. Вот такой вот перстень. Чтобы вы понимали, какого размера этот перстень, я огромный человек. Обычный стакан для кофе. Вот посмотрите, у меня вот такая рука. Ну все, короче, Givenchy. Эта коробка очень быстро к нам приехала, кстати, потому что на Farfetch очень быстрая доставка. Откуда к нам приехала коробка? Я как будто путешествую. Из Испании. Ой, друзья, какая прекрасная страна Испания. Вообще были в Испании? Пиши в комментариях. Я так давно на них смотрел и все никак не решал. Короче, я купил эту обувь на размер меньше, только потому что она очень красивая. Но мне кажется, что я в нее влезу, потому что я влюбился в этот бренд, я давно за ним слежу. И я сейчас начал активно его скупать. Мне кажется, он вот почему-то отражает все мои сейчас ощущения от одежды. И эта обувь как бы существует только в 45-м, выше не существует. Но мы как бы пальчики подожмем, потому что эта обувь выглядит вот так. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать на нашу вечеринку. Потрясающая кожа. Здесь вот такие вот протекторные штучки, резиновые. Каблучок деревянный. Бренд называется Random Identities. Это 45 размер. В чем прикол бренда? Я вам сейчас расскажу, если вы не шарите. В 2014 году его основал очень важный для индустрии человек Стефано Пилати. Стефано Пилати раньше работал в модном доме Сен-Лоран. И в Сен-Лоран. И делал реально невероятные коллекции. У этого бренда нет гендера. То есть в целом такая обувь есть еще, соответственно, в девчачьих размерах. И они есть
совершенно разные. Там есть невероятно леопардовые, тоже ботильоны, что мне кажется сейчас на осень супер круто, и он недорогой, то есть он плюс-минус доступный. Что еще мы знаем про Стефано Пилати? Быстренько посмотрим. Он управлял Сен-Лораном с 4 по 12 год. Это 8 лет он управлял модным домом в Сен-Лоран. Мне показалось, что кто-то зашел. Все, добрый день, добро пожаловать, друзья, в дурку. Это дурка, это распаковка в дурке. Потом он пришел в Эрменадиль Дазейна, в такой очень классный, тоже дорогой, приятный, люксовый модный дом. Потом он переехал в Берлин и начал создавать одежду, вдохновленную клубной культурой. Почему я еще рискнул заказать 45 размер? Потому что на Farfetch очень удобный возврат. И еще мне очень нравится, что мне, например, все привозят DHL, DHL супер круто работают, все всегда комфортно, ко мне приезжает плюс-минус один и тот же курьер, он, когда ко мне привез несколько коробок, он говорит: ой, что-то вы давно у нас ничего не заказывали. Уже, как, знаете, чаще, чем доставка еды ко мне приходит. Вот такие смешные ботинки, девчонки, пишите, носили бы такие. Так, что, продолжаем? Где-то брюки должны быть хоть одни. Я купил хоть одни брюки все на зиму или нет? Блин, главное так открыть, чтобы не порвать. А то, прикиньте, там что-нибудь порежу, опять какую-нибудь Balenciaga. Более 2200 брендов на Farfetch, более 800 бутиков. Друзья, это эксперимент. Смотрели Met Gala? Вот А$АП Роки пришел туда, в пледе. Вот этот плед сделал молодой американский бренд Earl. И теперь я думаю, что он будет на расхват. Поэтому я очень рад, что я его купил. Его очень активно носит Джастин Бибер, безумно любит. А вообще Канье Уэст его тоже очень сильно любит. Поэтому, дорогие друзья, бренд Earl с очень смешным логотипом, вот таким вот. Здесь написано Боб. Что это значит? Я не знаю. Может быть, прическа. Может быть, Боб из Твин Пикса. Я безумно люблю такие американские футболки. На фотографии мне казалось, что это гораздо будет хуже качество. Но, дорогие друзья, мне безумно нравится, какая красивая ткань. Это сделано в Турции, это 100% катон. Очень красивый фиолетовый цвет. Я думал, что будет бледнее. Сережа сказал, что я буду в этом выглядеть как школьник. Она такой выстирана. Здесь 2 оттенка на самом деле. Все такое, типа, чуть винтаж. С чем бы я бы это носил? Мне кажется, это очень круто будет сочетаться с брюками, потому что если это буду носить с джинсами, то я, правда, буду немножко как школьник. Он, кстати, не очень дорогой бренд, но при этом, если вы хотите чуть-чуть выглядеть как Биберы, Весты, А$АП Роки, то, пожалуйста, познакомьтесь с Эрлом. Про Эрл я знаю, что бренд, аббревиатура от имени, на самом деле, этого чувака. Его зовут Илай Рассел Линец. Он фотограф, режиссер и сценограф. И, на самом деле, я за ним давно следил, потому что он очень много сотрудничает с крутыми чуваками. И сам Линец говорит, что он не хочет зарабатывать на бренде, а что для него это просто творчество, чтобы стать как бы типа, ближе к народу. Знаем мы, как он хочет стать ближе к народу, друзья. Не хочет он заработать. Верим ли мы ему или нет? Пишем в комментариях. Я доволен очень футболкой, очень хочется ее посмотреть. Мне кажется, круто будет смотреться с какими-то штанами на высокой талии, может быть, с какими-то клешами, которых у меня нисколько пока, не знаю. С голубыми джинсами, мне кажется, это очень просто, тоже хорошо. Друзья, это самая люксовая, самая лакшери, это вообще, мне кажется, самая богатая распаковка за всю историю. А вы знаете, друзья, что в одном из прошлых видео я читал надписи на одежде на английском. И там был мат на английском. А мы никогда мат на английском не пикаем. И у нас отменили монетизацию. Поэтому я больше на английском не матерюсь. Вообще, какая свобода слова. Посылка приехала к нам. Откуда ты приехала? НРВ, это Норвегия? Германия. Из Германии приехала посылка. Ой, из того же бутика, прикиньте. Так это, наверное, свитер. Я очень сильно надеюсь, что он не колючий. Это меня беспокоит больше всего. Блин, посмотрите, такие цвета классные. Он не колючий. Божечки, он не колючий. Тут написано Калифорния. Господи, какой он приятный. Блин, хочется прислонить к лицу. Что сказать вам? Вот классный свитер, осень, розовый, яркий, приятный. Очень похож по ощущениям на какую-то смесь полотенца и халата. Сейчас еще в нем какой-нибудь Kanye West появится, и супер. С чем я это буду носить? Не знаю, можно попробовать с желтыми джинсами фрикануть. Можно попробовать с чем-то, рубашка будет очень красиво смотреться с манжетами под это. Очень приятно он, конечно. Эл как Эрл. Следующая посылка у нас из Канады. Прикиньте, при этом очень быстро дошла. Что-то тяжеленькое. Канада. А как ты это? Канада, как вы открываетесь? Hello, коробка. Не надо меня доводить. Нет, вывела меня. Как вы можете догадаться, здесь кто? Правильно, РС, мой любимый дизайнер, потому что как расшифровывается? Раф Симмонс. Вот здесь какой-то человек изображен. Я не знаю, что это за человечек. Это прикол, знаете, в чем? Это очень дорогие джинсы. Я знаю точно свой размер, но они чуть-чуть, может быть, велики. Но, друзья, я не смог устоять. Знаете почему? Потому что это клеш. У меня никогда не было клеш.
Посмотрите. Видимо, у Рафа, судя по всему, завалялись какие-то старые джинсы, потому что здесь вот так вот идет один цвет. А потом он решил вшить к нему вот такие. И здесь специально не обработано, потому что ты можешь их подшить под себя. Мне кажется, что клёши — это реально супер какой-то тренд будущего. И мне очень хочется сочетать клёши со спортивными вещами и вообще научиться его носить. Бирочка вот эта очень, кстати, после стирки себя хорошо ведет. Я думаю, что он по опыту всегда у Рафа. У меня даже есть такая на шортах серебряная. Вы, может, ее, кстати, видели как-то в распаковке. Но вообще это умор. Очень хочется их померить. Надеюсь, что на меня будут хорошо. Хочется носить их с каблуком, с большой платформой. У меня много всяких вещей, которые к нему подойдут. Тем же самым Эрлом, мне кажется, он будет круто смотреться. Эта коробка с Farfetch приехала к нам из Италии. Везет ей. Здравствуйте, пакет. Пакеты мы давно не видели. Что тут написано? О, это Ор, я забыл. Друзья, вы готовы? Это Орево такое, друзья, просто максимальное Орево мира. Во-первых, это бренд Givenchy. Вы сейчас упадете. Вы готовы упасть? Это кожаная кепка с рогами. Вот такой вот у меня шопинг случился, дорогие друзья. Это кожаная кепка с рогами от бренда Givenchy. Они существуют в двух версиях. Она есть, просто обычная, а есть кожаная. Но проблема в том, что у меня очень большая голова. Она у меня 60, почти 2 сантиметра, а она 58. Я поэтому заказал кожаную в надежде, что она чуть-чуть растянется. Почему именно эта кепка, друзья? Потому что, если вы смотрите мой обзор, вы видели, как я орал. Это очень кепка заявления. Естественно, в ней никуда особо не сходить, в ней только чисто пофотографироваться. И если вы не знали, то, например, у Lil Nas X сейчас стоит аватарка в этой кепке. Почему рога и какое вообще к Юберу Givenchy имеют отношение эти рога? Это на самом деле переосмысление коллекции Александра Маквина для Givenchy, который там, кстати, работал. Здесь от Алекс, знаменитый, да, потому что там работал раньше Мэтью Уильямсон. Вот всякие его сложные застежки. Он знаменит своими карабинами, а это даже не застежка, это вот так работает. Это просто такой большой металлический предметик. И здесь есть 2 размера. Могли бы побольше сделать, конечно. Мерить не буду, потому что я в мейке. Померю потом. Вот здесь покажу вам. В июне 2020 года, то есть он год с чем-то работает, Мэтью Уильямсон. Вот, и поэтому Мэтью Уильямс, почему я Уильямсон все время называю? Поэтому вот его туда и пригласили, потому что захотели привлечь более молодую аудиторию. Он часто использует знаменитые замки свои, которые у него есть почти во всех коллекциях Алекс. И, кстати, стилистом для его коллекции выступает Лотта Волкова. А она, как мы знаем, россиянка. Куча людей ходит в его одежде. Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, Трэвис Скотт, Кая Гербер. Орем в комментариях или не орем? Это самая главная покупка, друзья. Я очень сильно ее хотел. И мне ее помог достать фэшн-консьерж. Если вы не знали, сейчас быстро расскажу, что такое фэшн-консьерж перед самой крутой распаковкой сегодня. Короче, если вы совершаете покупку более $12 тысяч за год, у вас становится статус Private Client, и вам доступна услуга фэшн-консьерж. Кто это такой? Во-первых, вам сразу становится доступно огромное количество бонусов, те коллекции, которые не представлены широкой аудитории. Вы можете пользоваться фэшн-консьержем. Это очень удобная опция, потому что зачем вам стилист? Это консьерж, который отвечает 24 часа. У меня есть свой. Ее зовут Ника. Я с ней переписываюсь в любое время суток. Она мне может отвечать на все мои вопросы, доставать какие-то сложные вещи. Она мне присылает какие-то свои подборки. И в целом, если вы не опытный пользователь, то она может вам рассказать, как одежда будет сидеть, помочь с возвратом. Она может подобрать полностью для вас капсулу на Farfetch по заданным различным позициям. Поэтому это очень удобно, что в целом у вас предоставляется бесплатно совершенно, потому что на других сервисах это платно. Вам бесплатно представляется вот такой стилист в рамках Private Client на Farfetch. Ну что, посмотрим, что мне Ника помогла достать. Там была битва за эту вещь. Private Client. Друзья, ну я шмоточник, что смотрим? Какие проблемы? Я люблю вещи. Здесь какое-то, что у нас? Пакет. Надо? Это то, что я очень сильно хотел. Это сумка, сделанная из кроссовок. Дорогие друзья, добро, так сказать, пожаловать домой, подруга. Короче, срочно распаковываем все к собачьим хренам. Если вы внимательно посмотрите на дизайн, то здесь вы обратите внимание, что... Ой, как она открывает. Я взволнован, что она сделана, видите, зашнурована как кроссовок. Здесь есть язычок, кроссовка размерный. Скрываем, убираем все, бумагу к чертям собачьим. Ремешок у нее кожаный, тоненький. Вот эти штуки пластиковые. Я, наверное, заменю ремешок, потому что мне не нравится, что он тоненький. Здесь у нас есть внутренний карман. Здесь у нас тоже шнуровка, язычок. Здесь у нас шнуровка, язычок. Видите? Здесь у нас бумага внутри. Записка от Демна Гвасалия. Слушайте, ну она довольно вместительная. Есть внутренний кармашек.
Она внутри кожаная. Все снаружи сделано как будто бы кроссовок, а внутри кожаная. Что здесь написано? Где сделано и так далее. Здесь кожа, здесь... А вот этот, интересно, задний кармашек, у меня сюда что-то поместится? Телефон влезает? У меня плюс не влезает, но без чехла, наверное, влезет. В чем прикол сумки? Она сделана как будто для сникерхедов, но все сникерхеды ее захейтили. Вот, поэтому я ее купил. Это довольно известная модель для Balenciaga. Они ее вот решили сделать в таком цвете. Она чуть дешевле, чем те, которые из кожаных. Я сравнил цены везде на нее, и на Farfetch реально оказалось выгоднее, чем во всех московских бутиках и так далее. Даже с пошлиной, которую вы понимаете, да, и в этом цвете. Она есть в совершенно разных цветах. Мне еще понравилась в серо-синем. Инфа про нее. Сумка появилась в коллекции весна-лето, отшита из текстиля, сетки, искусственной кожи, а именно из реального фрагмента кроссовок Balenciaga Track. Популярная модель кроссовок. Сумка повторяет силуэт Hourglass. Сумка создалась в первую очередь для сникерхедов, но, короче, негативный. Расскажу предысторию. Когда-то Александр Венг, один из моих любимых дизайнеров, сделал очень крутую сумку, собранную из кроссовок, похожих на Джорданах. У него была целая коллекция там посвящена. На тот момент я жил в Петербурге, и денег у меня на эту сумку не было. Она очень долго стояла на распродаже в одном бутике. И я на нее смотрел и думал, почему ее никто не покупает. Она продавалась там несколько лет. По итогу она была женская, и я хотел ей владеть, потому что мне кажется, это крутой дизайн. Конечно же, деконструктивизм, который здесь присутствует, это когда разбирают какие-то старые вещи, собирают их заново. Он не нов для моды, на самом деле. И Balenciaga, и Demna не первый, кто сделал подобную сумку. Естественно, Маржела тут тоже есть какие-то отсылки к этому, и он кучу всего делает в своей обуви знаменитой. И Ванг тоже такую сумку делал, поэтому здесь гениального ничего нет. Но мне кажется, она гениальна. Мне кажется, круто, что это классическая новая форма для Balenciaga, что она спортивная, что мне позволяет носить ее и с классическими вещами, и с какими-то спортивными, и не париться. И мне очень сильно хотелось бы просто, чтобы вы никто не покупал эту сумку, потому что я очень сильно расстроюсь, если она станет такой же популярной, как в какой-то момент стали Triple S, и с ней будет ходить каждый второй. Не покупайте эту сумку, она отвратительная, ужасно, плохого качества, отвратительного дизайна, стоит очень дорого, вообще никому не идет, сочетать ее невозможно, и она самая уродливая. Вот, я надеюсь, что и для меня это прежде всего, конечно же, крутой дизайн, потому что ее можно просто поставить и за ней наблюдать. Симпатюля. Вкусненько. Добро пожаловать домой. Все, это была вся распаковка, дорогие друзья, самая богатая на моем канале. Я надеюсь, вам понравилось. Я очень жду вашу реакцию. Если вам понравится, то будем записывать еще что-то подобное. Давно я таких штук не делал, по-моему, год уже почти. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, потому что чем больше вы подписываетесь на канал, тем больше вещей я себе могу красивых позволить. Напишите комментарий, поставьте лайк этому видео. Я желаю вам хорошего настроения и красивых вещей, которые вам будут приносить удовольствие, независимо от того, сколько они стоят. Главное, чтобы вы жили по средствам. Ну все, пока. Бай! Пойду мерить все, хочу уже срочно.